Переговоры о мире между США и Россией теперь ведут Стив Уитков и Кирилл Дмитриев. Первый давний друг Трампа, бизнесмен, ставший дипломатом, посредник в сделке между Израилем и Хамас. Второй, глава Российского фонда прямых инвестиций, близкий к Кремлю и имеющий прочные контакты с Ближним Востоком. Стив Уитков и Дональд Трамп дружат уже более 40 лет, с тех пор, как вместе начинали инвестировать в недвижимость. В декабре 2024 года Уитков назвал своего новорожденного внука в честь Трампа – Доном. С началом второго срока Трампа Стив Уитков неожиданно стал одной из самых влиятельных фигур в мировой дипломатии. В январе 2025 года, будучи спецпосланником Трампа на Ближнем Востоке, он сыграл решающую роль в подписании соглашения о прекращении огня между Израилем и Хамас в Газе. После этого Трамп поручил Уиткову наладить связи с Россией для завершения российско-украинской войны, которая длится уже почти 3 года. 11 февраля Уитков прилетел в Москву на частном бизнес-джете, чтобы забрать Марка Фогеля, американского педагога, который сидел в российской тюрьме за контрабанду наркотиков. В ответ США освободили Александра Винника, сооснователя криптобиржи Бычи, признавшегося в отмывании денег. Во время визита Уитков успел встретиться с представителями российских властей. На вопросы журналистов по возвращении он сказал: «Есть один джентльмен из России, его зовут Кирилл. Он сыграл ключевую роль в этом обмене, был важным посредником, налаживающим мосты между двумя сторонами». Предполагается, что речь идет о Кирилле Дмитриеве, главе Российского фонда прямых инвестиций RFPE. Он выпускник Стэнфорда и Гарварда, в молодости работал в McKinsey и Goldman Sachs. С 2007 по 2011 год возглавлял украинский инвестиционный фонд Айкан Private Equity с капиталом около $1 миллиарда, в основном из средств Виктора Пинчука, зятя бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Пинчук порекомендовал Дмитриева главе Веба, Владимиру Дмитриеву, и в 2011 году оба Дмитриева уговорили президента Медведева и премьер-министра Путина создать суверенный инвестиционный фонд, который возглавил Кирилл. RFPE стал известен в том числе благодаря инвестициям в вакцину от COVID-19 «Спутник Ви». Несмотря на то, что Россия одной из первых разработала эффективную вакцину, на Западе «Спутник Ви» так и не получил признания. Кирилл Дмитриев тесно связан с семьей Путина. Его жена Наталья Попова, однокурсница и подруга младшей дочери Путина, Екатерины Тихоновой. С 2012 года она работает заместителем Тихоновой в фонде «Инопрактика». Сам Дмитриев несколько лет был в совете директоров Сибура вместе с бывшим мужем Тихоновой, Кириллом Шамаловым. Дмитриев также имеет широкие связи на Ближнем Востоке. Среди крупных партнеров RFPE – суверенные фонды Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ, в правлениях которых заседают президенты государств и их родственники, постоянные знакомые Дмитриева. Еще в 2017 году, незадолго до инаугурации Дональда Трампа, Дмитриев встречался на Сейшелах с чиновниками из ОАЭ и группой американских бизнесменов, включая Эрика Принца, основателя ЧВК Blackwater. Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в выборы США, позже заподозрил, что эта встреча могла быть частью попыток наладить неформальные связи между российскими властями и командой Трампа. После первой инаугурации Трампа Кирилл Дмитриев встретился на Давосском экономическом форуме с советником американского президента Энтони Скарамуччи. С начала российско-украинской войны Ближний Восток активно пытается выступить миротворцем. Саудовская Аравия сыграла ключевую роль в освобождении иностранных военнопленных, а в 2023 году там прошла международная конференция по мирному урегулированию, в которой Россия участие не приняла. В декабре 2023 года Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Катар в 2024 году пытался стать посредником в вопросе неприкосновенности российской и украинской энергетической инфраструктуры, но сделка не состоялась. В августе 2024 года Дмитриев участвовал в переговорах по обмену Марка Фогеля и Александра Винника, где также присутствовал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. У Стива Уиткофа тоже есть значительные связи на Ближнем Востоке, в частности с суверенными фондами. С 2013 по 2023 год он владел отелем Парк Лейн на Манхэттене совместно с Эмиратским фондом, а затем продал его катарскому.
В 2018 году на фоне президентства Трампа лоббисты Катара организовали встречи с 250 людьми, включая Уиткоффа. В 2024 году он также принял участие в Катарском экономическом форуме. 12 февраля 2025 года, после телефонных разговоров с Путиным и Зеленским, Трамп сообщил, что намерен встретиться с российским президентом, вероятно, в Саудовской Аравии. Знакомые Дмитриева отмечают, что его роль в переговорах – не быть переговорщиком, а скорее способствовать установлению контактов. Еще с первого срока Трампа у него сохранилась связь с Джаредом Кушнером, зятем Трампа, с которым он через Уиткоффа и наладил контакт, а затем связался с другими людьми, которые помогли организовать обмен Фогеля на Винника и телефонные переговоры между Трампом и Путиным.